Всем доброй ночи. Друзья мои, все знают, насколько важна для человека атмосфера на работе. Если на работе съедают поедом, то работа становится каторгой. И человек не хочет туда идти. Дело в том, что очень многое зависит от подсознания и от того, как мы принимаем внешний мир. Если мы с неохотой идем на работу, если мы ненавидим то, чем занимаемся, то у нас не может быть никакого успеха в жизни. Многие люди заставляют себя идти на работу и при этом удивляются, что в их жизни нет особых перемен и нет особых карьерного особого роста, взлета и так далее. Неудивительно, то место, которое мы ненавидим, нам не может дать ни развития, ни счастья, ни денег, ни опыта, ничего, кроме тяжелых воспоминаний. Но если вы понимаете, что ваша работа вам нужна, а вам мешают, вам не дают житья, и, естественно, очень многое зависит от начальника, от человека, от которого непосредственно вы зависите, то как быть в этой ситуации? Я хочу вам подарить 2 ритуала. В принципе, это касается начальства, но одно для подчинения начальника, второе от травли на работе. Итак, очень действенный, сильный ритуал. Ну, естественно, мой авторский. Я думаю, что говорить одно и то же не надо. Основано на более древних элементах, поэтому работает очень быстро. Вам нужно фотографии вашего начальника. Я думаю, что в 21 веке нет особых препятствий найти фотографию вашего начальника в соцсетях или на сайте вашей фирмы, распечатать. Распечатать. Вам нужна будет свеча, можно восковая, обычная свеча. Все время спрашивают, церковная, без разницы, это воск. Где бы оно ни побывало, это воск, и он работает. Далее. Некую емкость, где вы будете сжигать фотографию. И вам нужно потом закопать под деревом. Закопать, оставить откуп с определенными словами. Как ты земле покорился, так и мне подчинился. Истинно, заклято. Оставить там 13 монет, как откуп, отвернуться и уйти. После этого ваш начальник будет к вам абсолютно поменять свои отношения, и будет такое ощущение, что на ревность к коллегам, что он будет вас вызывать, советоваться, поменяет к вам абсолютно отношение. Я бы сказала, что вы где-то сможете даже управлять им. Правда, это зависит от вашей личной энергетики. Не каждый человек способен, какие бы сильные работы я ему не давала. Но отношение он поменяет к вам. Итак, читать нужно 3 раза и сжечь после над огнем свечи фотографию. Свеча должна догореть вместе с огарком. Огарок, то есть огарок свечи или все, что останется от свечи, его фотография отнести, закопать под деревом, сказать, как ты земле покорился, так мне подчинился. О, полетели. Итак, ночь не ночь, день не день. Зову я тебя, черная тень. Пойдем, тень, со мною, с моей душою, во поле широкое, во поле раздольное. Там река огненная, раскаленная. Не суши ты, огненная река, свои берега, озера и моря. Ни горы, ни леса, ни наши телеса. А напади ты на моего князя или начальника, его имя.
да иссуши его душу и мысли, чтобы ему обо мне лихое не думать, зло не причинять, с работы не гнать, не мучить, не тревожить, а чтобы разум князя моего или начальника, имя, был мне подчинен да покорен. Что попрошу, пусть исполняет вскоре. Настигните мои заговоры его, спящего да бдящего, да хоть молящего, жги да карай, в маяту вгоняй, ко мне жалость его пробуждай. Сердце бы его жалость ко мне, казалось бы, я ему незаменимой. Как в церкви икона для попа свята, так я для князя или начальника своего отныне свято, да сердечный друг, заклято, заклято, заклято. Немножко тяжело дышу. Сегодня смотрела видео про бездомных собак, и я очень чувствительный человек, расплакалась, и вот опять у меня с носом началось. Порой удивляет человеческая бесчеловечность и жестокость, поэтому не можешь равнодушно на такое смотреть. Дальше. Если вас на работе изводят, достают, если специально устраивают проверки, одним словом хотят вас оттуда вытравить любыми способами, как быть? Перед тем, как идти на работу, кружитесь на все 4 стороны и на каждой стороне читайте заговор. То есть 4 раза. И идите на работу. Делайте это до того момента, пока преследования не прекратятся. Нужно будет 10 дней читайте. Каждый раз выходя на работу. О, стражник мой, меня железной стеной укрой, высотой до небес. Туда не проскочит и бес, и огненная река, и всякая напасть. Та стена каменная, на 40 замков заперта, закрыта, невидимой печатью запечатана. Моя защита. Как те 40 замков никто видеть не может, так бы и меня на работе моей никто бы не вредил, не тревожил, не изводил. Защити меня, стена, от волка и волчицы и от имена всех, кто вас преследует на работе. Как росомаха змей, как росомахе змей не вредит, так и мне имена снова не навредят, покорятся и отступят. Истинно так. Да будет так. 4 раза поворачивайтесь на 4 стороны и читайте. Некоторые идиоты, когда начинают, а почему вы вот так вот читаете медленно, почему у вас ошибки бывают? Хочется этим идиотам показать время, когда я это читаю. Вот, понимаете? Когда ты устаешь, иногда даже свой почерк можешь не разобрать в темноте. А я очень часто переписываю на новую книгу теней, то есть в новую книгу теней, для того, чтобы потом вам продиктовать. Им бы с моей работать, потом пасть свою вонючую открывать на меня. Пользуйтесь на здоровье, эти работы вам помогут. Если с начальником немножко смягчиться, повторите еще раз. Можете сделать раз в неделю, до того момента, пока этот человек не перестанет вас преследовать. Есть такие вампиры, которые в семье несчастливы и срывают свою злобу на абсолютно невиновных людей на работе. А вам нужно себя этим оградить. Если от этой работы зависит ваше будущее, то вам нужно идти на такой шаг. Пользуйтесь на здоровье.